Луна на графике и последняя новость по Луне Терри. Блокчейн Терра будет возрожден, но некоторые инвесторы в ярости от до вона. Вплоть до того, что они готовы отдать все, то есть свою жизнь, свое время, свое внимание, чтобы того, чего запланировалось, не состоялось. Потому что этот человек потерял приличную сумму в $1 миллион. Голосование уже закрыто. 65% проголосовали за создание новой сети без спорного алгоритма stablecoin UST. 21 воздержались и 33% необходимо для того, чтобы остановить предложение мертвым на своем пути. А значит, Луна, которая сейчас, она будет переименована в Луна Classic. Док Вон приводит в пример, что параллели с Ethereum, который принял алгоритмы меры еще в 2016 году. Значит, разработчики получат порядка где-то 0,5% от общего объема поставок для модификации и финансирования проекта. И между тем 35% токенов будут, получается, предназначены для тех, кто владел Луна до атаки. А также 10% были отложены для тех, кто продолжал удерживать альткоины на протяжении всего этого динамического падения с $83 за одну Луну до уровня ниже 1 цента. Компенсация также будет распределена тем, кто владел стейблкоин UST. И значит, тип утверждает, что все комментарии, кто предложил, были за, а некоторые просто пришли в ярость. И один из них, Мэтт, утверждает, что потерял $1 миллион в UST и писал: вы могли бы остановить цепочку, а потом просто прикрыть торговлю. Жизнь инвесторов в руинах. Я никогда не буду поддерживать то, что вы делаете снова. Я не верю в вашу дерзость. У меня нет слов. Ты украл у меня все. И многих я знаю. Я надеюсь, что ты не получишь второй раунд. И я потрачу каждую минуту бодрствования до конца своей жизни, чтобы убедиться, что ты этого не сделаешь. Насколько агрессивно настроены трейдеры, инвесторы. Значит, как я и говорил, что особо гадать на рынке не нужно. Нужно всегда принимать во внимание две части исходных данных. Поэтому сейчас что вижу? Вот эта вот часть, она была как сопротивлением. Сейчас коснулась сюда. И это, в принципе, хороший признак для дальнейшего роста. Но может не прийти так сразу. Луна Терра также продолжает занимать хит-парад в трейдинге. Ею продолжают закупаться, торговать. По последним монеткам, в которые я давал сигнал, желание уже как будто хочется выйти, потому что выяснил тоже одну методику нетерпения и терпения, которая говорит об обратном, типа нахрена сидеть в том, что не растет. То, что очень ценно, очень стреляет бодро. Но вот в этой истории, допустим, можно, конечно, в лайв присмотреться таким образом, что вот сейчас находится вот в принципе восходящий цикл, наподобие как он был вот здесь и вот здесь. Если не пойдет ниже и не закрепится, то есть возможность пойти выше. По Dynastep листинг состоялся вот в этой области на CoinMarketCap, когда я дал сигнал. Предполагал, что сформируется сейчас чаша, да, и пойдем вверх. Поэтому казалось, что это степ, все дела, но не тут-то было. Что-то вообще как бы как-то слабенько это все как-то выглядит. И тут же с 20-ки уже просадка в $15. А получается на радио лайв где-то в районе $4 просадка. Пока немного. В целом можно зафиксироваться на 20-ку с убытком. Мне капец как хочется этого сделать. Тотальная нетерпимость. То, что зарекомендовывает себя, оно растет. Даже на CoinMarketCap придя, может дать. То, что зарекомендовывает себя, может дать вот как 5 иксов, 500%, 700%, 7 иксов, еще выше полетело. Тоже в принципе степ, ботинки, но там есть определенные риски тоже. При старте очень много красного выходит. В целом вот эту вот монетку тоже не доглядел, но это опыт, не досмотрел. В следующий раз что-нибудь досмотрю. А сейчас она уходит в нисходящую тенденцию. А в целом проект по вот этим, по контракту в принципе ничего такой, но я его немножко как-то недооценил, потому что здесь как-то быстро пролистало, в целом очень красиво сделано. Но уже в целом не стал запрыгивать на этот корабль, который сейчас развернулся. И давай тебе, получается, на пукоине развернуто тебе покажу, как это все выглядит в дневном, давай графике глянем. Нет, сильно много. Вот часовой график, значит, как это все выглядело. Нужно было, конечно, обратить внимание на то, что было совершено, какое внимание было уделено в начале. И, в принципе, ну, достойно там сейчас порядка 7 иксов достойно как бы подняли изначально. Потом листинг был на CoinMarketCap, и здесь, получается, тоже накачали перед тем, как зайти на CoinMarketCap. Потом слили немного. Тот, кто не мог ждать, они слились. И понеслась эта вся система наверх. Снова, считай, дали порядка, ну, где-то 2-3 иксов.
Вот на 2-3 иксов уже можно было, в принципе, фиксироваться. На 2, потом на 3 или только на 3. Сейчас эта система, значит, вся разворачивается. Докуда она провалится, тоже неизвестно. Поэтому лезть сейчас в эту штуку не особо хочется. Буду просто сейчас высматривать еще какие-то монетки на начальных этапах. Ну и помимо то, что мы на CoinMarket смотрим, надо, конечно, искать до этого момента. Ладно, короче, делаю все возможное, от меня зависящее. Ты, главное, просто распределяй, и мы придем к заветной цели, мечте, свободе, знанию себя. Ведь это на самом деле здесь, на крипторынке, очень здорово человек раскрывается. И рынок действительно показывает тебе, кто ты есть на самом деле. И это очень интересно и весело, поэтому я здесь. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Подписывайся в телеграм-канал и до новых встреч.